В октябре 2023 года внимание международных аналитиков привлекла одна малозаметная, но настораживающая деталь. На важном мероприятии Центральной военной комиссии Китая отсутствовал генерал Хэ Вэйдун, один из самых высокопоставленных командующих Народно-освободительной армии, занимавший пост заместителя председателя комиссии. До этого он регулярно появлялся на публике, участвовал в официальных встречах, его имя фигурировало в новостях и отчетах. Но внезапно он исчез. Без объяснений, без заявлений, без комментариев от властей. В условиях китайской политической системы подобное исчезновение не является чем-то новым. Однако уровень фигуры Хэ Вэйдуна, его близость к ключевым военным процессам и участие в реформах сделали эту паузу особенно заметной. Вопросов становилось все больше. Одни источники утверждали, что его отстранили в рамках антикоррупционной кампании. Другие говорили о внутриведомственном расследовании. Третьи — об устранении потенциального конкурента внутри структуры. Информацию о его судьбе власти не раскрыли. В официальных отчетах имя Хэ Вэйдуна стало исчезать. Он не появлялся на дальнейших встречах, его фото убрали с некоторых правительственных сайтов. Некоторые аналитики расценили это как признак негласной отставки. Другие говорили о задержании, но ни одно из предположений не получило подтверждения. Китай — страна, где исчезновение высокопоставленных чиновников нередко связано с внутренними расследованиями, часто засекреченными. Ранее подобное уже происходило с министрами, дипломатами и даже руководителями крупнейших госкорпораций. Однако случай с Хэ Вэйдуном выделяется масштабом. Речь идет не просто о военном, а об одной из ключевых фигур управления армией. Это исчезновение стало частью общей волны перестановок, которая позже коснулась и других военных лидеров. И одним из самых ярких примеров стал следующий случай. Ли Шанфу, министр обороны Китая, занимавший пост менее года, исчез из публичного пространства в августе 2023 года. Он пропустил важную встречу с представителями Вьетнама, затем не появился на Международном форуме по безопасности. Пресс-служба министерства не дала объяснений, а представители партии отказались от комментариев. На фоне полного молчания в медиа начали распространяться предположения. Некоторые из них указывали на его возможную причастность к коррупционному делу в оборонной отрасли. Другие источники предполагали, что он оказался объектом внутрипартийного расследования. В международной прессе также всплывали намеки на разногласия в вопросах военного взаимодействия с другими странами. Однако все эти версии оставались на уровне догадок. Ни одна не была официально подтверждена. Ли Шанфу — фигура заметная. До назначения министром он курировал вопросы вооружения и техники, включая закупки и модернизацию. Его биография включала работу в космической отрасли и техническое образование. Он считался сторонником ускоренной технологической модернизации армии. Отсутствие официальных комментариев подогревало интерес. Через некоторое время китайские официальные ресурсы перестали упоминать его имя. Позже было объявлено, что он освобожден от должности. Причины не раскрывались. Однако СМИ продолжили обсуждать возможную связь между его исчезновением и серией проверок в оборонной сфере. Этот случай оказался не единичным. Исчезновения и аресты высокопоставленных чиновников в Китае в последние годы становятся регулярными. Но когда речь заходит о главе оборонного ведомства, ситуация приобретает особую значимость. Тем более, что ранее в другом регионе мира уже происходили похожие события. В феврале 2007 года бригадный генерал Али Реза Асгари, бывший заместитель министра обороны Ирана, вылетел в Турцию с частным визитом. Он остановился в стамбульском отеле, но на следующий день исчез. Его вещи остались в номере, связи с ним не было, а иранские власти объявили его пропавшим. Очень скоро появилась версия о возможном похищении. Асгари был не просто офицером. Он занимал один из ключевых постов в структуре обороны Ирана и имел тесные связи с элитным военным подразделением — корпусом стражей Исламской революции. Более того, по сообщениям ряда западных источников, он обладал важной информацией об иранской ядерной программе и связях с движением Хезболла. Спустя некоторое время западные СМИ начали выдвигать версию о том, что Асгари добровольно бежал на Запад. Газеты сообщали о якобы организованной операции ЦРУ или Моссада, целью которой было извлечение и допрос высокопоставленного инсайдера. Иранские официальные лица, напротив, утверждали, что он стал жертвой похищения спецслужб. Никакой официальной информации о его местонахождении так и не появилось. Местонахождение Асгари остается неизвестным по сей день. В Иране его считают исчезнувшим при загадочных обстоятельствах. За границей — перебежчиком с ценнейшими сведениями. Этот случай стал одним из самых громких эпизодов в истории исчезновений высокопоставленных военных и в очередной раз показал, насколько хрупка бывает граница между личной безопасностью и государственной тайной. Особенно если человек знает слишком много. Именно с этим сталкивался и следующий фигурант нашего рассказа.
В августе 2010 года на побережье Турции было обнаружено тело мужчины без документов. Позже экспертиза установила, это Юрий Иванов, заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба России, одной из самых закрытых структур в стране. Он, как сообщалось, находился в отпуске. По официальной версии, Иванов утонул во время плавания, тело прибило к берегу спустя несколько дней. Однако многие детали не укладываются в стандартную картину несчастного случая. Во-первых, расстояние между предполагаемым местом утопления и точкой обнаружения тела составляло более 70 миль, слишком далеко для обычного течения. Во-вторых, свидетелей происшествия не было, а местные жители утверждали, что никто не видел его входящим в воду. В-третьих, не было объяснено, почему он отдыхал именно в этом районе и почему его перемещения не отслеживались службой охраны. Позже источники сообщили, что Иванов мог участвовать в координации зарубежных операций ГРУ. Некоторые журналисты предположили, что он обладал важной информацией, которая могла вызвать интерес иностранных разведок. Тем не менее, ни утечки, ни расследования, ни признаний не последовало. Его смерть осталась официально закрытым делом. Случай Иванова стал резонансным именно из-за его должности. Заместитель главы одной из самых влиятельных разведслужб не может просто исчезнуть без следа, если только за этим не стоит что-то гораздо большее. Или кто-то. Но подобные события происходили не только в новейшей истории. Иногда исчезновение генералов происходит в совершенно другом контексте. Например, в Польше столетней давности. Летом 1927 года польский генерал Владимир Загорский исчез при загадочных обстоятельствах. Он сел в самолет, вылетевший из Львова в Варшаву, и больше его никто не видел. Ни самолета, ни тела, ни обломков найдено не было. С тех пор Загорский считается пропавшим без вести, и его судьба остается одной из самых неразгаданных в истории польской армии. Загорский был не просто военным. Он играл активную роль в событиях после Первой мировой войны, имел влияние в армии, а также был втянут в острый политический конфликт с лагерем маршала Юзефа Пилсудского. Некоторые историки предполагают, что именно политическая борьба могла стать причиной его исчезновения. В ту эпоху в Польше происходили масштабные преобразования, и устранение неудобных фигур не было чем-то исключительным. Есть версия о том, что его самолет мог быть сбит, другие, что он был арестован по прибытии и тайно ликвидирован. Однако никаких официальных подтверждений нет. Архивы по делу до сих пор частично засекречены, и правительство Польши не делало попыток провести повторное расследование. Масанобу Цудзи, офицер японской армии времен Второй мировой войны, одна из самых противоречивых фигур своего времени. Он был не только боевым командиром, но и стратегом, разработавшим несколько ключевых военных операций, включая нападение на Перл-Харбор и кампанию в Малайе. После капитуляции Японии его имя оказалось в списке лиц, подозреваемых в военных преступлениях. Однако Цудзи сумел избежать ареста, скрываясь сначала в Таиланде, затем в других странах Юго-Восточной Азии. Впоследствии он вернулся в Японию, стал членом парламента и некоторое время даже входил в окружение высокопоставленных политиков. Это казалось невероятным для человека с таким прошлым. Однако в 1961 году во время поездки по Лаосу он внезапно исчез. Последний раз его видели в Пномпене, после чего следы оборвались. Было высказано множество версий, от убийства спецслужбами до ухода в подполье. Некоторые утверждали, что он стал жертвой межгосударственных игр времен Холодной войны, другие, что его убрали свои же, чтобы исключить утечку информации. Официально он был признан мертвым лишь спустя 7 лет после исчезновения, однако никаких останков обнаружено не было. До сих пор неизвестно, где и при каких обстоятельствах он мог погибнуть. Бахтияр Айдын был генералом жандармерии Турции. В 1993 году он был застрелен в провинции Диарбакир, регионе, где на тот момент активно велись боевые действия между турецкой армией и силами рабочей партии Курдистана. Официально сообщалось, что генерал погиб от пули снайпера во время столкновения с курдскими боевиками. Однако впоследствии стали появляться сомнения в этой версии. Расследование, проведенное через много лет после гибели, дало неожиданные результаты. Оказалось, что обстоятельства инцидента не соответствуют первоначальному отчету. Более того, были зафиксированы расхождения в действиях подразделений, находившихся рядом с местом трагедии. Некоторые свидетели утверждали, что огонь велся с территории, находившихся под контролем правительственных сил. Другие упоминали о странной задержке с медицинской помощью и последующей дезинформации.
Позже всплыла информация о том, что генерал Айдын мог выступать против определенных методов ведения боевых операций и пытался обострить внимание командования на проблему нарушений в зоне конфликта. Это породило предположение, что его устранение могло быть связано не только с курдским сопротивлением, но и с внутренними разногласиями. Эта история долго оставалась закрытой, и официальная версия не пересматривалась. Однако в архивных документах, которые начали рассекречивать спустя годы, имя Айдына всплывает все чаще. В контексте не только боевых операций, но и внутренних разногласий. Его гибель — пример того, как даже в мирное время человек может погибнуть при обстоятельствах, которые вызывают больше вопросов, чем ответов. Хайнрих Мюллер — один из самых разыскиваемых преступников после окончания Второй мировой войны. В мае 1945 года он бесследно исчез. Его последняя известная локация — бункер в Берлине, где он находился в последние дни войны. После капитуляции Германии он не был найден ни среди мертвых, ни среди пленных. Это породило множество версий. Одна из самых популярных. Он погиб в бункере и был похоронен под чужим именем. Однако американская и советская разведка не нашли никаких подтверждений этой версии. Другие считали, что Мюллер бежал и жил под новым именем. Были сообщения о его возможном появлении в Южной Америке, а также предположения о сотрудничестве с советскими спецслужбами. В 1963 году ЦРУ рассекретила часть материалов, в которых рассматривались попытки его поиска. Однако никаких убедительных доказательств о его судьбе представлено не было. Израильская разведка также проявляла интерес к Мюллеру, но так и не обнаружила ни одной зацепки. Его отсутствие среди арестованных нацистских преступников до сих пор остается загадкой. История Мюллера интересна тем, что, несмотря на значимость фигуры и масштабные международные усилия, найти его не удалось. Возможно, он действительно погиб в последние дни войны. Возможно, исчез с чьей-то помощью. Возможно, был убран как носитель опасной информации. Амелия Эрхарт — первая женщина-пилот, совершившая одиночный перелет через Атлантику и большинство, исчезла в июле 1937 года во время кругосветного путешествия. Ее самолет Lockheed Electra пропал над Тихим океаном в районе острова Хауленд. Ни она, ни ее штурман Фред Нунан, ни сам самолет не были найдены. По официальной версии, Эрхарт сбилась с курса и потеряла контакт с кораблем береговой охраны. Возможной причиной считают нехватку топлива и крушение в океане. Однако отсутствие обломков самолета, тел или любых следов породило десятки теорий. Одни предполагают, что она совершила аварийную посадку на одном из отдаленных атоллов. Другие, что была захвачена японцами и умерла в плену. Некоторые считают, что она выжила и жила под другим именем. На протяжении десятилетий исследователи пытались восстановить маршрут, проводились подводные экспедиции, изучались архивы, письма и радиопереговоры. В 2000-х годах были найдены кости, предположительно принадлежащие женщине европейского происхождения, но результаты оказались недостаточно убедительными. История Амелии Эрхарт — одна из самых известных в истории исчезновений. Ее случай вдохновляет кинематограф, литературу и исследования. Он стал символом загадочной пропажи, где личная отвага, технический прогресс и природная стихия сошлись в одну точку. Но есть исчезновения куда более технологические и массовые. В ночь на 8 марта 2014 года пассажирский самолет рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines исчез с радаров. Он выполнял перелет из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находились 239 человек. Через 40 минут после взлета самолет перестал отвечать на радиосигналы, а спустя еще некоторое время исчез из системы наблюдения. Начались масштабные поиски, в которых участвовали десятки стран. Первоначальная зона поиска располагалась в Южно-Китайском море, позже в Индийском океане. Были найдены обломки, которые с высокой вероятностью принадлежат MH370, но сам фюзеляж и черные ящики так и не были обнаружены. Следствие рассматривало несколько версий. Среди них катастрофическая авария, отключение электроники, вмешательство пилота, захват судна и даже саботаж. Однако ни одна версия не получила полного подтверждения. Основная гипотеза — пилот сознательно изменил курс и направил самолет в удаленный район океана, где тот и упал. Но мотивация, причины и подтверждения остаются неясными. Исчезновение MH370 стало одним из самых масштабных и необъясненных инцидентов в истории гражданской авиации. Несмотря на технический прогресс, спутниковое наблюдение и глобальную коммуникацию, самолет с сотнями людей смог буквально исчезнуть. И если в 21 веке может пропасть целый авиалайнер, то вопрос исчезновения одного человека, даже очень важного, становится вопросом времени, системы и необходимости.
Собрав воедино истории исчезновения генералов, офицеров и других высокопоставленных фигур, можно выявить несколько устойчивых закономерностей. Во-первых, почти все исчезнувшие имели доступ к чувствительной информации, будь то разведданные, оборонные контракты, внутренние конфликты или коррупционные схемы. Во-вторых, их уход из публичной жизни сопровождался либо абсолютным молчанием, либо формальными формулировками без пояснений. Одна из наиболее распространенных версий — внутренняя зачистка. В этой интерпретации исчезновение — это способ обезопасить систему от утечек, конфликтов или угрозы репутации. Такая практика особенно актуальна для авторитарных и централизованных моделей управления, но встречается и в демократических странах, пусть и в других формах. Другая версия — операции иностранных разведок. Особенно часто она упоминается в контексте перебежчиков, как в случае с генералом Асгари. В этих случаях исчезновение — часть специально организованной операции, результат переговоров, завербовки или сделки. Третья версия — самоисключение. Иногда офицеры уходят в тень по собственному решению, из страха, политического несогласия или по соображениям безопасности. Такие случаи крайне редки, но в истории они были. Четвертое. Гибель при невыясненных обстоятельствах. Аварии, природные факторы, внезапные болезни — все это может быть как случайностью, так и частью цепочки более сложных событий. Без убедительных доказательств это остается на уровне гипотез. Все эти версии существуют параллельно. И в большинстве случаев невозможно выбрать одну, окончательную. В этом и заключается главный вывод. Исчезновение высокопоставленного военного — это не всегда результат драмы или заговора. Но всегда сигнал, что за кулисами системы происходит нечто значительное. Нечто, о чем предпочитают не говорить вслух.